В эфире виртуальная студия Национального центра «Россия». Меня зовут Николь Плиева. Здравствуйте. Сегодня мы продолжаем серию подкастов, которые посвящаются Великой Победе. Посвящаются нашим прадедушкам и прабабушкам, которые без всяких сомнений шли на фронт защищать нашу Родину, наше будущее, нашу с вами жизнь. В нашей студии сегодня внучка Михаила Сергеевича Малинина, генерала армии, героя Советской армии «Надежда». Здравствуйте. Здравствуйте, Николь. Расскажите мне о победе. Вы знаете, мой дедушка, герой Советского Союза, генерал армии Малинин Михаил Сергеевич, родился в Костромской губернии в 1899 году. Родился он в очень-очень бедной семье. Был пятым ребенком, у него было еще 4 сестры. К сожалению, он очень рано потерял мать, и поскольку его отец получил травму при строительстве дома в соседнем поселке, то дедушка фактически принял на себя функции кормильца. И с 12 лет дедушка стал ходить в Санкт-Петербург, тогда почему-то вот именно так зарабатывали деньги, на так называемую паденную работу. То есть он фактически подрабатывал плотником. В 1917 году дедушка призывается на пункт в Галич, военный пункт, и так начинается его карьера. Хочу сказать, что те года были очень холодные, очень голодные, и хлеба в семье не было, и дедушка понимал о том, что если он уйдет, то семья останется, без кормильца, и при этом, если он возьмет с собой еще какую-то часть хлеба, который прадед заготовил, чтобы ему дать, то семья останется в зиму вообще, на голодном таком пайке. И дедушка тайком уходит из дома, идет пешком 36 километров до Галича. Прадедушка узнает об этом, что дедушка ушел, он его догоняет в Галиче. И вот так вот начинается фактически с 2 маленьких узелков с сухарями начинается карьера, в будущем одного из великих военачальников Победы. Для нашей семьи хочу сказать, что победа — это не просто слова, это не просто эмоции, это скорее вся жизнь. Потому что вот слово «война» в нашей семье никогда не произносились. Вот просто их не было. То есть ни бабушка, ни мой папа, ни ее, друзья, товарищи, которые не дедушкины друзья, которые их тоже потомки, которые приходили к нам. Мы никогда слово «война», мы всегда ее избегали. Но всегда говорили «мир». Миру мир. И считали, что самое главное, это чтобы он, присутствовал в нашей жизни. И поэтому вот сейчас, мне кажется, в той ситуации, в которой мы сейчас живем с вами уже 3 года, это слово «мир» тоже приобретает такое наверное, сакральное значение, да, и мир, и победа. Поэтому конечно, для меня слово «победа», оно обязательно олицетворяется словом «мир». Позвольте, я тоже немного расскажу о вашем дедушке. Я подготовила небольшую справку. Генерал Малинин родился в конце 1899 года в Костромской губернии. Закончил школу и работал плотником в родном селе. Военную службу начал в гражданскую войну. Уже позже закончил Академию Фрунзе. Летом 41-го со значительной частью личного состава вышел из окружения под Смоленском. Тогда же, пока еще полковник Малинин попал под сильную бомбежку. Михаил Сергеевич получил сильнейшие осколочные ранения, но своих ребят не оставил. В госпиталь ехать отказался. Я знаю, что Михаила Сергеевича называли командой Рокоссовского. Почему? На самом деле команда Рокоссовского сложилась как раз с 1941 года, и это как раз формирование 16-й армии, потому что Константин Константинович Рокоссовский с моим дедушкой познакомились 25 июля 1941 года в поселке Духовщина, как раз Смоленской области. И дальше, уже чуть-чуть забегая вперед, хочу сказать, что действительно они вышли из котла, потому что 4 армии в котел угодили, а 16-е нет. Почему? Потому что определенная прозорливость и определенная смелость, которая как раз была характерна для команды Рокоссовского, она и тут себя проявила полностью. Потому что был приказ, на самом деле, действовать в обороне. А Константин Константинович посчитал, что необходимо из обороны выходить. И они тогда принимают решение, на самом деле, такое достаточно критическое, потому что 41 год — это самое начало войны, то есть еще непонятно, что и как вообще дальше будет происходить. И
они форсируют реку Обь и уже как бы, ну, получается, отбивают Ярцево и там останавливаются. И получается, вот это Ярцевское сражение, которое параллельно как раз шло, ну, в рамках вот большого Смоленского сражения, получается, что оно как раз вот было таким вот предвестником, ну, как бы начала их вот такого абсолютного товарищества, абсолютного доверия. То есть они, если рисковали, то все вместе. Если принимали решения какие-то, то все вместе. И вообще хочу сказать, что, конечно, дедушка сделал очень много для того, чтобы полководческий талант Рокоссовского был раскрыт вот в полную мощь. И вот это вот все как раз сложилось в 1941 году, и вот до 1944 года они не расставались. Штаб Рокоссовского не расставался друг с другом. Они шли с фронта на фронт один за одним. На командном пункте командующий войсками Центрального фронта генерал армии Рокоссовской. Тяжелейшее сражение под Смоленском, Вяземский котел, 1000 убитых и взятых в плен советских солдат. Что рассказывал вам дедушка об этих тяжелых боях и, возможно, что было самое сложное, самое страшное? Вы знаете, я могу вам сказать, что вообще Вяземская операция, она была очень долго засекречена, больше 50 лет, и на самом деле еще сейчас некоторые документы находятся под грифом «секретно». И в семье дедушка, конечно, ничего не рассказывал, не говорил. Ну, во-первых, он был военачальник, он понимал ответственность своим словам. Вообще хочу сказать, что к нему даже когда адъютант приходил, и дедушка, если работал с документами, он всегда переворачивал лист обратной стороной и папку. То есть никогда, даже члены семьи не могли дотронуться до документов Михаила Сергеевича. Применительно к московскому сражению хочу сказать, что, конечно, и к московской битве, потому что Вяземская операция и Смоленское сражение, оно как бы было пред московской битвой. Конечно, вот эта Можайская линия обороны, это было для них очень тяжело. И тяжело было... Дальше они продвигались уже в сторону Дорохова, в сторону Рузы и в Волоколамск. И 2 недели фактически они бились не на жизнь, а на смерть. Именно как бы в боях за Волоколамск. И так получилось, что они отступили. И это очень неоднозначно могли, скажем так, квалифицировать и дать этому оценку. Но как потом оказалось, что их дальнейшая вот эта оборона, которую они заняли уже после Волоколамского сражения, получилось, что это было абсолютно правильное решение. Потому что 3 армии, 16-я, 20-я, часть 10-й, они смогли выйти через коридор. Именно через коридор, который открыл командир Рокоссовского, 16-я армия. Так что, наверное, вот самая такая вот, знаете, страшная, что было в той войне, это вот все-таки начало. Московская битва. Но при этом хочу вам сказать, что с самого начала они абсолютно были уверены, что до Берлина они дойдут. Поэтому... Я думаю, что здесь как бы даже сомневаться не приходится, и есть об этом и масса, ну, скажем так, каких-то даже вот баек, если можно так сказать. Вот Троиновский в своем как раз очерке, он об этом писал, что когда он задал Рокоссовскому вопрос во время Московской битвы, ну что, мы отобьем врага, освободим, вот как бы не дадим прорваться в Москву, то тогда Константин Константинович усмехнулся, сказал, а почему это только Москву? Мы до Берлина дойдем, ну, в 1941 году в это было сложно несколько поверить. И тогда он потребовал карту, и на этой карте написал, что как бы в битве под Москвой, значит, надо думать и о победе в Берлине, о том, что мы будем в Берлине. И хочу, забегая вперед, сказать, что в 1945 году, когда дедушка уже был в Берлине, то он встретил этого корреспондента, и тот сохранил всю войну вот эту вот карту, и достал ее, и дедушка подписал, что подтверждаю. Май 1945 года. Малинин, начальник штаба 16-й армии в битве под Москвой в 1941 году. Так что, конечно, Московская битва своей неопределенностью, все-таки какой-то такой тревожностью. Еще, знаете, в документах дедушка пишет про фронт. Слоеный пирог. Было непонятно, где наши, где фашисты. То есть настолько все плотно стояли друг к другу, что было очень сложно понять, как действовать. Но тут уже действовала разведка, и, конечно, их все-таки, мне кажется, талант, вот именно команды, он тоже их как бы, ну, как бы, он давал им шанс на принятие правильного решения. Через год тандем Рокоссовский-Малинин уже под Сталинградом, и там они полностью себя проявляют. Как это было?
Ну, на самом деле, наверное, следует сказать, что все-таки действительно после 16-й армии они переходят уже дальше, как бы, как я сказала, с фронта на фронт, там, с Брянского на Донской, но применительно к Сталинграду хочу сказать, что все-таки фронт, ну, скажем так, он был на больше как в дополнение направлен, но там тоже было очень интересное событие, потому что именно команда, опять-таки, Рокоссовского пленила знаменитого фельдмаршала Паулюса, причем это было сделано очень интересно. По всем законам международного военного искусства к нему были направлены парламентеры с трубадурами, которые трубили в трубу, которые зачитывали текст, написанный таким вот витиеватым языком международной военной доктрины. Они предложили ему капитулировать, дали сутки, потом трубадуры удалились сопровождающими, он отказался, его пленили, но он был потрясен, что к нему относились, ну, не как, вот, знаете, не как к врагу, как вот действительно могли бы там пытать, издеваться, а к нему относились по-человечески. И вообще могу вам сказать, что Рокоссовского отличала вот эта абсолютная человечность. Не то, что там вот он очень добрый по отношению к врагам, а он просто очень любил людей, очень хорошо к ним относился. Его вообще называли, ну, он был народным сначала генералом, потом народным маршалом. Его очень любили в войсках. Так что применительно к Сталинграду могу сказать, что да, вот пленение Паулюса, пожалуй, это такая вот очень интересная веха. И потом тоже такой момент, походная кровать Паулюса, она путешествовала за дедушкой до 45-го года, и сейчас вот хранится у нас дома тоже как трофей. Так что вот с той Сталинградской битвы. Ваш дедушка обладал сильным стратегическим мышлением, и он мог командовать армией, но почему-то оставался начальником штаба. Вот почему он принял такое решение? Действительно, был такой момент. Это было, на самом деле, еще в 1942 году. Дед об этом пишет в своем дневнике. 8 марта 1942 года. Рокоссовский тяжело ранен. Отбыл в Козельск. Надо отдать должное, что в тот момент дед работал в штабе, так же, как и они все. И в какой-то вот буквально микромомент Рокоссовский склоняется над картой, раздается шальной взрыв, и вот этот осколок, влетевший в палатку, попадает и очень тяжело ранит Константин Константинович, который просто, на самом деле, фактически заслонил моего дедушку, потому что если бы он этого не сделал, то дедушка бы просто умер. То есть фактически у него, ну, как бы осколок бы точно вошел уже в шею и в голову. А Рокоссовского он попал в позвоночник, в легкое, он очень тяжело был ранен, уже истекая кровью, он требует срочного звонка в Ставку и настаивают, чтобы как раз командовать 16-й армией остался мой дед. И это продолжалось, получается, вот с марта по конец мая 1942 года. 3 месяца дедушка был командующий. Но надо знать характер Михаила Сергеевича. Дедушка всегда считал, что каждый должен быть на своем посту. Каждый должен заниматься тем, вот, ну, как говорится, что ему дано. Дедушка был, конечно, блестящим штабным работником. Он был аналитиком. Он был очень эрудированным человеком. У него было достаточно знаний, но он считал, что вот только команда, только один за одного, они уже так срослись с 1941 года, что он не представлял на самом деле, что вот они как бы расстанутся, и каждый вот будет дальше уже командовать на своем направлении, хотя, конечно, мог. Потому что, понимаете, это были люди уникальной культуры, уникального подхода, это были люди с очень большим внутренним, духовным состоянием, вот если можно так сказать. Они думали не как вот свое тщеславие, скажем так, как-то потешить, а как сделать таким образом, чтобы быстрее приблизить победу. И они видели, они уже настолько доверяли друг другу, настолько они были друг с другом в слаженной команде, и настолько друг другу помогали, что вот, ну, разорвать этот тандем было уже, конечно, невозможно. И как показала практика, именно в операции «Багратион», вот в этой сложнейшей операции освобождения Белоруссии, были все сняты и начальники штаба,
штабов и командующий. А вот тандем Рокоссовский-Малинин вот во всех основных операциях он полностью состоялся. Я знаю о чудесной истории знакомства вашей бабушки Надежды Григорьевны и Михаила Сергеевича. И опять же, руку приложил его друг Рокоссовский. Расскажите вот эту историю. Но это достаточно действительно интересная история, потому что моя бабушка это председатель Верховного Совета Белорусской ССР, сложнейшие годы государственного становления Беларуси. И я не устаю об этом говорить, что вот сделав свою такую вот высокую политическую карьеру, тем не менее тоже она считала, что служение Родине, служение людям для нее было превыше всего. Войну бабушка проводит в Казани, она была туда перенаправлена Сталином в эвакуацию, она была председателем оставалась председателем Верховного Совета Белорусской ССР, и одновременно она была третьим секретарем горкома партии Казани. Как раз вот в ноябре 1943 года ее отзывают обратно в Гомель для того, чтобы, уже было понятно, что следующим этапом освобождения Беларуси, и нужно было проводить сессию уже на освобожденной территории. Гомель тогда уже освободили войска Белорусского фронта, и бабушка прибывает в штаб Белорусского фронта, раздается звонок, подходит Рокоссовский к телефону, звонит Сталин и говорит о том, что вот сейчас к тебе прибудет Грекова проводить сессию Верховного Совета, обеспечить безопасность работы правительственной комиссии, обеспечить выполнение условий, чтобы сессия состоялась. И так невзначай говорит о том, что вот у тебя, значит, вот Грекова не замужем, а Малинин вдовец. Какая была бы красивая пара. Рокоссовский, конечно, опешил, потому что приказы Сталина принято было, тем более военное время, принято было исполнять. Вот. Но если с первым поручением, естественно, он был абсолютно уверен, что бабушка, как дедушка справится точно, и Рокоссовский справится, все будет нормально, то вот как с вторым, как бабушка отреагирует, и как бы вот создать... А надо отдать должное, что бабушка не рассматривала вообще вот, как бы построение своей личной жизни, война, еще так важно восстанавливать родную ей Беларусь, ей важно действительно как бы быть среди людей, то есть она не думала вот про все вот эти, скажем так, про то, что это вообще может быть. А дедушка наоборот, знаете, если в жизни вот он был таким, он был очень педантичный, с математическим складом ума, он был, с одной стороны, импульсивный, а с другой стороны, он был закрытый очень закрытый человек, и поэтому получается, что вдруг он встречает женщину, которая производит на него совершенно ураганное впечатление, просто ураганное. Он в письмах ей пишет, что более красивого, жизнерадостного, необыкновенного человека я не встречал. И вот начинается вот на фоне вот этой вот подготовки к операции «Багратион», к вот этим вот, по-настоящему великим событиям, начинают его вот эти чувства настолько одолевать, а бабушка выполняет важное государственное задание. Понятно, что сессию они провели. Дальше это вот как раз освобождение концлагеря Заречи, дальше уже восстановление Беларуси. Потом бабушке ставят задачу, она 4 ходила за линию фронта, причем по не одному дню. И она дедушке скрывается. И, естественно, у дедушки это начинает вызывать очень сильные эмоции. Он нервничает, он сообщает ей свои секретные позывные. Он за ней пытается послать адъютанта, он пытается ее защитить. Но надо было знать характер моей бабушки. Она была очень таким храбрым, очень сильным человеком. Поэтому она не отвечала. Но дедушка добился бабушки. То есть вот действительно, и 3 мая 1944 года в Овруче они расписались. Причем дедушка на сутки пропал из своего штаба, не сказал об этом Рокоссовскому, потому что он не знал, сможет он встретиться с бабушкой или нет. Ну, конечно же, разведка донесла. И Рокоссовский тогда с Казаковым и Телегиным, они решили разыграть моего дедушку и сделали вид, что они не поняли, куда он на эти сутки пропал. И когда он через сутки появился, он был просто обескуражен. То есть он начал переживать, что как же так, неужели начальник штаба настолько человек ненужный, что его не заметили на сутки. Но они потом, конечно, признались, очень переживали, что они вот не имели возможности как-то это отметить. Но уже, конечно, в 1945 году в Минске и потом уже в Берлине и в Москве они отмечали, конечно. Хотя, говорю, колец не было, ничего не было, отметок не было, шла война. Но при этом, знаете, вот тоже такой интересный момент. Казалось бы, война, они встречались, влюблялись, у них рождались дети, и вот это все вот на фоне войны, поэтому жизнь продолжалась. Какими Надежда Григорьевна и Михаил Сергеевич были родителями?
Родителями они были очень хорошими, но если мой дедушка был человеком очень добрым, моя бабушка была очень строгим родителем. И такой вот был очень характерный случай в нашей семье, очень забавный. Мой папа себя плохо вел, ему было 7 лет, его не взяли на государственную дачу. А бабушка с дедушкой уехали, и надо было знать характер моего папы. Он уже знал маршрут, он доехал, сам дошел пешком до метро, доехал, значит, до станции «Сокол», она тогда была конечная, а дача у нас была в Покровском Стрешнево. И пошел пешком на дачу. Пришел на дачу, увидел, а в этот момент доложили уже дедушке с бабушкой, что, ребенок пропал, не знает, где он находится. Тогда же ни мобильных телефонов, ничего не было. Они в панике, естественно, садятся в машину, уезжают обратно. Папа это видит, понимает, что раз они уехали, ему надо обратно. И он обратно пошел домой. В общем, когда он к ночи пришел, это был очень такой забавный случай. Они так вообще обрадовались, что он пришел живой и здоровый, что они отложили наказание на следующий день. Вот. А потом отправили моего папу в пионерский лагерь. Но в лагере папе тоже не очень понравилось, поэтому, когда дедушка приехал через несколько дней, мой папа сделал вид, что его тут не кормят, и попросился, его забрали домой, поэтому... То есть дедушка папе, конечно, прощал все. Он его очень сильно любил. Папа был поздний ребенок. Он родился, когда дедушке был уже 51 год. Поэтому, конечно, вот это отцовское чувство, оно папу, конечно, полностью обволакивало. В 1944-м Михаила Сергеевича переводят на берлинское направление, где командовал Жуков. Как ваш дедушка воспринял вот это назначение? Ой, вы знаете, на самом деле это тоже такая история достаточно трагическая для них, для всех, потому что, как говорится, ничто не предвещало. Это был ноябрь 1944 года, они, как обычно, собрались в штабной столовой, вот при штабе обсуждали планы дальнейших действий, а ведь впереди уже все, это освобождение Варшавы, Польши, это Вислоодерская операция, то есть это то, что, к этому Рокоссовский сам был этнический поляк, поэтому для него очень важно было, скажем так, принять тоже в этом участие. И, конечно, это была скорейшая дорога на Берлин. И вот его подозвали к телефону, он вернулся, нервничал, бледный, и когда ему задали вопрос, вот дедушка и Казаков, что произошло? Он сказал, что меня переводят на Второй Белорусский фронт. Они, как всегда, по команде говорят, мы тоже уходим. Он говорит, нет, Берлин без штаба не взять. И поэтому штаб остается. Но, забегая вперед, могу сказать, что на самом деле и Первый, и Второй Белорусский фронт, они шли бок о бок. И дед очень часто отлучался к своему другу и командиру Константину Константиновичу. Они работали над картами. Потому что, конечно, таких теплых отношений, которые были вот у дедушки с Рокоссовским, Жуковым, они тоже друг друга очень, дедушка очень уважал. Естественно, Георгий Константинович очень тоже тепло к нему относился. Но это были все-таки, конечно, некоторая субординация, и это была немножко другая уже история взаимоотношений. Раз так Сталин решил, знаете, уже вот... Не обсуждается. Не обсуждается, поэтому вот они уже, согласились. Где ваш дедушка встретил победу? Победный май, конечно же, в Берлине. И потом тоже очень интересная история, потому что 24 июня 1945 года на Красной площади был вот этот огромный парад Победы, горцующие полководцы. А я всегда бабушке задавала вопрос. Я говорю, а почему же дедушка в Берлине остался? Она шутила, но отшучивалась. И говорила, кому-то надо было остаться на хозяйстве. Поэтому дедушка, конечно, вот конкретно вот в период и капитуляции, и все, конечно, был в Берлине, и потом вот, когда уже были 2 других парада Победы, мало кто знает, что в 1945 году было 3 парада Победы, и вот на 2 других, которые были вот союзниками, дедушка уже присутствовал, но это все было в Германии. То есть он до 1947 года был в Германии. После Великой Отечественной войны ваш дедушка был назначен начальником штаба советских войск в Германии. Значит, ваша семья жила в ГДР. И вот как сложилась дальше дружба между Малининым и Рокоссовским?
Ну, на самом деле, там действительно дедушка до 47 года жил, но в Берлине. Ну, там много наших полководцев осталось. Там и Соколовские жили, и Казаковы жили. С Рокоссовским дедушка очень часто виделся, он прилетал к нему, они встречались. Вообще надо отдать должное, что, несмотря на то, что вот, ну, как бы жизнь уже дальше их рассредотачивала по разным назначениям, все равно как-то дедушка считал необходимым приехать и к Константину Константиновичу, когда он был назначен маршалом Польши, дед к нему прилетал, они разговаривали, обсуждали. И вот, например, там даже вот события, которые вот были в Венгрии, тоже дед проговаривал. То есть, на самом деле, очень много в дальнейшем, скажем так, каких-то вот решений дед все равно принимал, в том числе, учитывая мнение. Вот это все-таки, знаете, командная специфика, особенность человека. И, наверное, это очень правильно, потому что дедушка говорил, что один в поле не воин, что сам погибай, а друга выручай. Вот мне кажется, это сейчас тоже очень-очень актуальные такие вот слова. Поэтому общались, виделись, дружили с семьями. Моя бабушка очень дружила с Юлией Петровной Брамяной. Они виделись, ну, как бы и с Галиной Талановой тоже, то есть, ну, со всеми, и женами полководцев, всеми. Все дружили, все общались. Я знаю, что вы очень чтите память Михаила Сергеевича. Я знаю про музей на родине в Костромской области, про чудеснейший лагерь для детей, который вы организовали. Очень интересно вот от вас подробности. Ну, наверное, стоит сказать, что музей был создан в 1989 году, и это стало действительно такой вот некой площадкой, уже на фоне которой уже стало как бы дальше все развиваться. Уже больше 30 лет проводится шахматный турнир, потому что у Михаила Сергеевича была особенность, он очень любил играть в шахматы. И вот в этом году мы будем отмечать 30-летие. Хочу сказать, что у истоков турнира стоял мой папа и ныне действующий губернатор Костромской области Ситников Сергей Константинович, который тогда возглавлял комитет физической культуры, спорта. И, соответственно, было принято решение, что они будут делать турнир. Это были очень сложные годы, 95-й, 96-й год, когда сложно было вообще даже подумать о каких-то вот таких вот нотках патриотизма. Но они считали, что это очень важно, чтобы костромская молодежь, чтобы детки из отдаленных регионов Костромы, чтобы они могли приезжать, чтобы участвовать, и чтобы у них был какой-то старт жизни. Они считали, что это позволит им почувствовать свою сопричастность. И уже, поскольку турнир наш стал потихоньку развиваться, и вот как раз 2 года назад мы приезжали туда с руководителем Женсовета войск РХБЗ, с Кирилловой Светланой Михайловной, и вот ее супруг, к сожалению, погибший, легендарный наш земляк, генерал Кириллов, он очень сильно нам тоже помог, и вот как-то дал такой вот старт, такую идею, и после этого все стало развиваться. Подобрали площадь, подобрали территорию, где можно все это организовать. Идея такая, сделать круглосуточный лагерь, но пока для детей вот из Костромской губернии, там, с Костромских районов, но надеемся, что будем расширяться, что туда будут приезжать детки из других регионов и смогут и соприкоснуться с каким-то патриотизмом, и пообщаться со своими сверстниками, и поговорить, и при этом вот этот вот хотят сделать там такой аналог шахматного сквера, там будут фигурки красивые из шахмат. Но я очень надеюсь, что все это получится, и глава Антроповского района, вот Громова Лена Леонидовна, мы с ней постоянно тоже на связи, и хочу сказать, что вот и Костромское землячество тоже нам в этом помогает. Вообще, знаете, мы все как-то вот плечом к плечу, так что я считаю, что вот эта вот роль как бы не просто дедушки, а вообще героев, потому что Костромская земля, она полна своими героями и во время Великой Отечественной войны и проще. И сейчас, конечно, во время специальной военной операции. Поэтому будет очень хорошо, если молодежь, если лагерь будет развиваться, люди будут приезжать, и как можно больше людей про него будет слышать, видеть информационно. Мне кажется, это будет очень здорово. Ну, мы тоже все очень надеемся, что лагерь будет развиваться, и что совсем скоро и я смогу посетить лагерь, и ребята, наши зрители тоже смогут туда приехать, потому что действительно идея безумно интересная. Да, мне тоже кажется, что это будет очень-очень интересно. Спасибо вам большое. В нашей студии сегодня была внучка Михаила Сергеевича Малинина, генерала армии, героя Советской армии Надежда Малинина. Я, Николь Плиева, напоминаю, что это проект Национального центра «Россия». Расскажите мне о победе. Увидимся!